Прямой эфир, день добрый, я ведущий Евгений Сарапулов. Мы о том, как быть мудрым в этом непростом, безумном мире. Как быть хитрым, как жить, как в джунглях, ну, этому нас учат. А вот как быть мудрым, неторопливым, не осуждать, не спешить дать в репу, остановить свое раздражение – вот об этом как-то нам мало говорят. Об этом и потолкуем, как в самых разных тяжелых и непростых обстоятельствах жизни находить мудрость, потому что именно мудрость помогает нам принимать такие решения, которые ни в университете этому не научат, ни в книгах ты не прочитаешь. Мудрость берется из жизни, но из какой жизни? Как надо жить, чтобы обрести мудрость? Наталья, вижу, Борис, Яна, одноклассники. Дмитрий. Все свои. А ты Wi-Fi не подключила моего телефона? Эти горами, которыми я живу, меня меняет изнутри. Надеюсь, что лучше. Пока ты спишь и вижу эти сны наяву. Спасибо Господу Богу, тебе и случай. Пошли годы переходы, побегут пешеходы. С подвешенных шторах рассыпется свет. Мне плевать на политику и моды. Все, что важно, это первым слышать твой привет. Пошли годом переходов, побегут пешеходы. Мои волосатые руки. Шторах рассыпется свет. Мне плевать на политику. Доброе утро, Наташ. Все, что важно, это первым слышать твой привет. Мы будем жить. Ставим лайки. Голос Проспектом молчит. Нажать бы кнопку и вовсе звук отключить. Пока рычит мотор и сонный таксист бурчит о чем-то Там своем и просто ждать звонка. Но телефонными пикурными будками этот город поредел от края до края. А ведь в них 100 раз теплее звучат гудки и честнее слова. Я скучал, родная. По штрих-кодам переходов перебегут пешеходы. С подвешенных шторах Рассыпется свет, мне плевать на политику и моду. все, что важно, это первым слышать твой привет. По штрих-кодам переходов побегут пешеходы. С подвешенных шторах Рассыпется свет мне плевать на политику. и моду. Все, что важно, это первым слышать твой привет. Туру-туру. Тормозят одноклассники что-то. Максим, привет. Прямой эфир, день добрый. Говорим о том, как стать мудрым в нашем сложном мире. Я прочитал у царя Соломона 2 высказывания. «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Мудрость по-разному обретается, но слушаться совета и принимать обличение, критику. Научиться этому значит впоследствии ты гарантированно точно станешь мудрым. Но что значит слушаться совета? Ведь люди нам советуют разное. Одни такие советы надают, что потом горя не оберешься. Другие дают совет, не подумавши, просто лишь бы что-нибудь сказать. Кто-то дает действительно дельный совет. А кто-то дает совет, но еще не научился. Ну, просто учится, да, давать совет, рекомендацию. И он еще не может гарантировать тебе, насколько это классный совет или не очень классный. Как нужно... Например, вот в нашей трансляции я же даю вам советы, рекомендации. Почему у меня это получается и когда у меня это не получается. Напишите, пожалуйста, когда у меня получается давать совет, почему вы его принимаете.
или не принимаете совет. Петр Ваницын, доброго горячего утречка, вам тоже спасибо. Скажите, пожалуйста, ответьте на этот вопрос, как нужно давать совет, чтобы люди его приняли. Я даю советы, но иногда вы их принимаете, а иногда не принимаете. От чего это зависит? Точно так же и к людям. Как нужно давать совет, чтобы люди к тебе прислушались? Хочется заблокировать сразу черный список тут. Окей, хочется заблокировать черный список. Может оставить или будет разжигать, да? Такая гадость, да? Со стороны виднее. Но это всем известно издревле. Поэтому совет со стороны полезен. То есть слушайся совета, прислушивайся к тем, кто со стороны тебе что-то говорит. Другое дело, как этот совет высказывается. Стиль нам может не нравиться. В каком стиле, с какой интонацией говорится. Поэтому важно слышать суть совета. Но как? Слушайся совета, то есть будь внимателен к тому, что тебе говорят, советуют на практике. Слушаться значит уточнять, а как это применить в жизни. И порой те, кто нам советуют, им можно сказать, а покажите, как это в жизни применить. Ну, просто покажите. И человек ни бэ, ни мэ, ни кукареку, оказывается. То есть мудрость нам открывается через практику. Те, кто дают советы, чтобы понять, к кому прислушиваться, а кому нет, надо это брать и применять на практике. Потому что практика – это критерий истины, это тоже известно уже давно, правда? Максим пишет, прежде чем принимать совет, надо знать человека, как он живет, чем занимается. Ну, например, Максим, вы же не знаете в целом, как я живу. Вы видите меня на экране, в трансляции, но как я живу, это мало вообще кто знает. И, в принципе, и не должны особо люди знать, как мы живем. Это наше дело. Поэтому как узнать? Христос когда-то сказал, не судите по тому, что вы видите, но судите по плодам. Дерево узнается по плодам. А плоды осенью будут. Сейчас сады цветут, постепенно зависть появляется, небольшие плоды. То есть какие-то плоды появятся через несколько месяцев. Надо подождать. И чем занимается человек? Много же психологов, да? Но вы, например, слушаете или смотрите меня. Мария пишет, поэтому не чем я занимаюсь важно, а как я этим занимаюсь. То, чем я занимаюсь. Пишет Мария, скажите, пожалуйста, объясните. Я, когда выхожу из зоны комфорта, нервничаю, как настроить себя быть спокойной. Для этого вам надо понимать, зачем вы выходите из зоны комфорта. Потому что это же неудобно, это волнительно, это трудно, но зона комфорта приучает нас привыкать к образу жизни, который у нас есть. Но в жизни все меняется. И чтобы мы успели адаптироваться к возможностям и поймать их, взять и применить в жизни, нужно создавать себе регулярно дискомфорт. Нужно выходить из зоны привычного. Да,
потому что в этом случае у вас развивается навык, чувствительность к возможностям, которые могут быть. Правильно? Поэтому, когда выхожу из зоны комфорта, нервничаю. Это нормально. Это означает, что ваша нервная система адаптируется под изменившиеся обстоятельства. Потерпите, понаблюдайте за собой, и вы сами начнете замечать, как у вас адаптируются мысли, чувства, состояния к выходу из зоны комфорта. Как настроить себя быть спокойной. А не обязательно быть спокойной, выходя из зоны комфорта. Можно быть неспокойной, и это полезно. Можно быть активной. То есть нужно выбирать разные реакции. Дай-ка я сейчас очень активно начну действовать, а потом менее активно, а потом вообще остановлюсь. Со стороны посмотрю на себя, на других. То есть нужно реагировать по-разному. Нужно иметь разные варианты. Потому что тот вариант, который у вас срабатывал целый год, вдруг перестает срабатывать. Так в жизни всегда бывает. Максим пишет: прежде чем учить кого-либо мудрости, надо самому научиться ей. Но говорят, век живи, век учись, дураком помрешь. Грубо, но я знаю, что я ничего не знаю, говорил великий Сократ. Он учился, а он же мудрый, но он говорит, что ничего не знает. В итоге все равно знаю, что ничего не знаю. И что вот это значит, Максим? Это значит, что сколько бы мы, живя на земле, не учились мудрости, мы никогда не научимся этой мудрости до конца. Нам всегда будет ее не хватать. Поэтому нужно учиться мудро поступать и с другими делиться этим опытом. Опытом несовершенным, не идеальным, но главное в мудрости. Это не знание, а это практика. Пишет Алексей: это смотря какие чувства испытывает к тебе человек. Если хорошие, то нужно сказать: а я бы так поступил. А если отрицательно к вам человек относится, то надо советовать обратное. Например: а ну засунь пальцы в розетку. Да, грубовато, конечно, Алексей, вы высказываетесь. Ну, ладно, уж как есть. Максим пишет: к каждому человеку нужен индивидуальный подход. Кому-то кротко, кому-то жестоко в этом, и мудрость. Вот согласен с этим. Кому-то нужно прямо в лоб, а кому-то косвенно, намекая. С кем-то нужно поговорить на высоких тонах, разговаривая, а с кем-то мягко. Да, согласен. И есть люди, которые мягкую речь не понимают. Им нужен жесткий, прямой разговор, им это нравится. Но вам это непривычно. Мудрость учит быть разным, потому что люди разные, и на них надо по-разному влиять. Ставим лайки, делимся трансляцией, подписываемся на канал, где вы смотрите эфир. Пишет Анна: здравствуйте. Почему у красивых девушек низкая самооценка? Да. Почему у принцессы Дианы было восприятие себя заниженным? Она же красавица. Потому что ее любимый муж ей изменял. Поэтому, если женщина красивая, на нее обращают внимание, но чаще хотят с ней просто иметь секс, а не общаться с ней как с личностью. Потому что она красива и она привлекательна внешне. Почему у красивых девушек низкая самооценка? Потому что окружающий мир зацикливает нас на внешности, а на душе что происходит? Это не так важно. Люди как бы требуют от нас
красивую картинку. Почему Инстаграм таким популярным стал? Потому что там много красивых картинок. Люди представляют, презентуют себя в лучшем свете. Они пытаются выглядеть так, как будто бы у них все топ в жизни. Чики-чики. Поэтому люди теряют контакт с другими людьми, потому что они общаются, опираясь на внешность. Быть человеком открытым душой – это риск. Ты открылся, тебе туда плюнули, ты открылся, тебя не поняли, ты открылся, и ты какой-то странный, прошу прощения, ты открылся и сам испугался того, что открылось, вышло наружу. То есть это риск. И поэтому, когда мы внутренне, душевно честны, тогда мы будем испытывать дискомфорт, боль. Поэтому красивые девушки, они тоже не хотят терять эту оценку себя. Ты такая милая, нежная, такая вся няшная, такая приятная. И они-то знают, что у них в душе часто совсем обратное, плохое, горькое, неприятное. И поэтому чем больше они ведутся на свою внешность, тем дальше они уходят от самих себя. Поэтому встречают люди по одежке, но провожают по уму, замуж выходят за красавиц, но ищут потом умную, красивую душой, а красавица думает, внешняя красавица, почему так? Я же такая, я же за собой ухаживаю. За душой своей ухаживаешь меньше, чем за своим личиком. И это большая проблема. Алексей Соломонов! Как там ВКонтакте? Нет сегодня сбоев? Пришел Алексей Соломонов в нашу трансляцию. Мой друг из Америки жил в Ярославле, в России, лет 15 уже, а может быть больше, живет в Америке, холостой. Ищет, ну как ищет, то есть он не против жениться. И когда мы с Лешей об этом говорим, я вижу, что ему нравятся красивые девушки. Он хочет красивую жену. Стройняшечка, чтобы... Я думаю, Леша, а как душа? А вдруг душа в этом красивом теле совсем некрасивая? И Алексей до сих пор не женился, потому что, хотя ему нравятся внешне красивые девушки, но он не спешит принимать решение быть вместе с ней на основе своей симпатии. И молодец, умеет контролировать свои чувства. Хороший, достойный джентльмен. Максим пишет, точнее, так. Анна, доброе утро, улыбнитесь, пожалуйста. Улыбаюсь часто. Максим написал, я смотрю вас не первый год и какие-то плоды уже видел, поэтому и смотрю вас и принимаю. Понятно, Мила, с добрым днем. Это запись, спрашивает? Нет, это живой эфир, натуральный, буквальный, реальный. Екатерина написала, с новым утром, здравствуйте, мудрость приходит с годами. Есть выражение, век живи, век учись, и дураком умрешь. Как вы считаете, оно верно? Для одних верно, для других нет. Смотря чему человек учится и смотря как учится. Ведь все мы учились в школе, но одни балбес балбесом, потому что не учился. Всем преподавали уроки, но не все учились. Поэтому недостаточно просто учиться. Надо учиться, добиваясь результата. И, во-вторых, век живи, век учись, дураком помрешь, означает, что в чем-то мы все равно не сможем разобраться. И да, в этом смысле мы неучими, недостаточно развитыми и помрем. Но в чем-то, в чем мы можем,
в чем дана нам способность, талант, мы обязаны достигать 5 с плюсом. Обязаны. И тогда сильными сторонами мы компенсируем слабые стороны. Но некоторые люди не учатся хорошо, потому что говорят: у меня плохие учителя. Это не важно, как тебя учат. Важно, что ты способен научиться. Учись в тяжелых условиях, и тогда ты обретешь силу управлять любыми знаниями. Знание – сила? Да. Некоторые люди учатся, характер у них никудышный, они не работают над собой и не способны управлять силой знания. И тогда в их жизни знание оборачивается против них. И это печально. Поэтому мудрый человек – это человек, у которого достойный характер. Он умеет терпение проявлять, настойчивость, умеет преодолевать раздражение. Мудрость – это не в первую очередь энциклопедия в голове или много знаний. Мудрость – это сильный характер. Я консультирую одну женщину уже несколько лет, 5-й год, и мы с ней работаем над характером ее детей. Порой они учатся не очень хорошо, но мы уже давно поняли, если их характер будет достойным, тогда они любыми знаниями управлять смогут правильно, мудро. Пишет Борис: Инстаграм популярен, потому что он удобен для общения, а не из-за картинок. Для вас, Борис, да, но для большинства он притягателен, Инстаграм, потому что там много красивых картинок. На этом был основан Инстаграм. Вы как исключение здесь, в Инстаграме. Галина пишет: интересно, вы не из города Сарапул? Мои предки из города Сарапул, Удмуртии, да. Таскира, они объелись чего-то, да. Но едят всякую тухлятину. Кстати, Таскира написала: у ботов сегодня день жидкого стула. Да, потому что они кушают испорченную еду, сами портят воздух другим, у них постоянно что-то разлагается. Поэтому у них жидкий стул, к сожалению, постоянно. Они либо воняют жутко, либо постоянно в памперсах ходят. Нам жаль этих людей, правда, Таскира? И мы все-таки считаем, что это люди. Люди, и даем им шанс. Итак, мы говорим о мудрости. Мы – часть целого. Каждый человек – часть целого. Поэтому совет со стороны помогает лучше понять и почувствовать себя частью этого мира и, соответственно, действовать эффективнее. Когда ты видишь себя частью мироздания, Вселенной, планеты Земля, своей страны, то есть ты часть чего-то большего, чем ты сам, тогда у тебя появляется шанс поступать мудро. Есть люди, зацикленные на себе, эгоисты. Никогда, сколько бы они ни достигали мудрости, они ее не достигнут. Поэтому окружающие люди, когда нам что-то советуют, они вольно или невольно помогают нам почувствовать себя частью чего-то большего, чем наш мир. Ой, простите, это надо было мне сейчас переключить на радио Босс. Вот он. Вот почему 2 экрана, да, это. Придет время. Все будет добре. Написала нам Мила: жизнь намного проще, чем люди себе придумали, себе сложности, а потом упиваются своими страданиями и терпением. Всем хорошего настроения.
Да, есть такая проблема в жизни, когда люди сами придумывают себе проблемы. Почему? Потому что реальные проблемы они не решают, боятся, не хотят. Мудрость у тех, кто решает реальные проблемы. Когда человек сам придумывает себе проблемы, чтобы другим сказать: у меня нет времени, я занят, видите, у меня проблемы, а сам придумал эти проблемы. Например, могут люди... Я помню в школе, когда не хотел учиться в школьные годы, брал градусник, прикладывал его к батарее, до 37,5 поднималась температура. Я маме говорил: мам, у меня температура, мне надо остаться. Ну и я оставался. Мама же, что, температура у сынули, поэтому как ему надо в школу идти? Я создавал себе проблему, но за все придется в жизни платить. И плата будет дорогой. Ты заплатишь больше, чем тебе кажется. Вот такая правда жизни. Пишет нам Виталий: здравствуйте. Как вы относитесь к гадалкам? Они правду говорят или шарлатаны? Я запутался в жизни и не знаю, куда идти. Надо игнорировать гадалок, не прислушиваться к их советам, потому что вреда они приносят в итоге больше, чем пользы, а польза приносится в начале, но она обманчивая, поэтому не советую, не рекомендую, настоятельно рекомендую избегать советов гадалок и не обращаться к ним. Максим Ф. пишет: когда Бог просил у Соломона: чего тебе надо дать? Помните, чего попросил царь Соломон? Да, царь Соломон попросил мудрости у Бога управлять этим народом, потому что народ непростой, и Бог сказал: дам тебе мудрость. Ты не просил смерти врагов, не просил богатства, ты просил лучшего. Поэтому мудрость приходит к кому? К тому, кто у Бога умеет просить главное. Что главное в вашей жизни? Как написано: если чего не попросите по воле Всевышнего, Он даст вам. Но как узнать волю Всевышнего? А надо просто брать заповеди и учиться их исполнять. Кто любит Бога, тому будет дано знание от Него. И что является любовью к Богу? Исполнение заповедей, Его законов. Это так же, как если дети любят своих родителей, они будут исполнять правила, которые установлены в доме у родителей, устав, так сказать, монастыря. У нас музыкальная пауза. Ставим лайки. Делимся трансляцией. Что громко? Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами. Я знаю, все непросто, здесь часто все не так. И дотянуться к звездам вновь мешает суета. Блуждая в лабиринтах, где ни края, ни конца. Просто иди вперед, не замедляя ритма, поднимайся, не теряя лица. Мы будем жить, чтоб сердцу так, чтоб сердцу так. Мы будем жить, чтоб вместе пел и друг, и враг. Мы будем жить, чтоб сердцу так, чтоб сердцу так. Мы будем жить, чтоб вместе пел и друг, и враг. Мы будем жить. Мы будем жить. Мы будем жить. Мы
сердце, вновь переворот, кругом голова. Эй, бетонные коробки, сковавшие разум мой. Отпустите меня домой, чтобы оставить след, чтобы, будучи богатым, не обеднеть, чтоб не стало настоящее случайно для нас суррогатом. Буду жить, буду петь. Я знаю, все не сразу, еле стерли улицу, но в жилах чистый разум и удача нам к лицу. пусть кажется высоким нами выбранный рубеж. Просто дыши спокойно, не теряя веры, идти плавно, не теряя надежд. Мы будем жить, чтоб сердцу так, чтоб сердцу так. Мы будем жить, чтоб вместе белый друг и враг. Мы будем жить, Мы будем жить. чтоб сердцу так, чтоб сердцу так. Мы будем жить, Мы будем жить. чтоб вместе белый друг и враг. Мы будем жить. Я свободен словом. Это прямой эфир «День добрый». Я ведущий Евгений Сарапулов с вами и к вашим услугам говорим на тему «Как стать мудрым в нашем сложном мире». Проще быть хищником, потому что мир – это типа джунгли. Надо выживать, говорят некоторые. Какая жизнь, надо выживать. Идти по головам, если ты не возьмешь, то другой возьмет. Успевай побрать все от жизни. Вот эти безумные принципы, они далеки от мудрости. Как быть мудрым в нашем мире? Принимать обличение. Это неприятно, потому что обличение критика вызывает дискомфорт, боль моральную. Однако обличение словно указывает на место, где у нас рана, и создает условия вылечить рану. Принимать обличение – это значит просто принять, не отталкивать, не затыкать рот тому, кто обличает. Принять, чтобы поразмыслить над этим. Не сразу, потом. Потому что обличение порой очень неприятно, оно реально дискомфортно, и сразу не удастся на него отреагировать конструктивно, правильно. Когда нас критикуют, обличают, главное запомнить, что нам говорят, записать, а потом подумать об этом, потому что слушайся совета и принимай обличение, чтобы стать тебе впоследствии, то есть не сразу, впоследствии мудрым. Когда мы принимаем обличение, критику, она не всегда бывает конструктивная, правильная, но люди нас критикуют, потому что завидуют или потому что желают нам добра. Принимайте критику и обличение, потому что это поможет вам лучше видеть происходящее. Когда нас критикуют, довольно часто люди делают это неосознанно, потому что им не нравится, например, как мы делаем, что мы делаем. Меня много критиковали в свое время, и бывало не впопад и не в тему, но меня критиковали, я как бы так приостанавливал себя и говорил, может быть, они правы, начинал думать об этом, смотреть, анализировать и находил в себе слабости не там, где меня критиковали, а в других местах, о которых никто не замечал, не понимал, не видел. И я становился сильнее, видя свои слабости, исправлялся, потому что меня критиковали за то, в чем я не виноват. Но меня эта критика останавливала, я себе говорил, прислушайся. Ага, понимал я, они не правы. Но, остановившись, я заметил что-то другое. Потому что критика меня остановила, и я остановился. И не сказал, ну-ка идите отсюда, сами посмотрите на себя, какие вы. Остановиться в жизни на некоторое время, присмотреться, оглянуться по сторонам, в этом мудрость. Потому что
Мы же не можем все видеть. Мы видим что-то одно. Наше внимание, оно избирательное. Это свойство внимания. А мудрость, она как бы говорит, а ты присматривайся ко всему. А как? Критика нас останавливает, и это хорошо, у нас есть шанс осмотреться. Правильно? Я глаголю. Сын Владимира Алексеевича Сарапулова правильно вещает. У меня вопрос к вам. Как вы принимаете критику, чтобы взять из нее полезное? Особенно, когда критика вам не нравится. Как вы научились принимать обличение и критику? Что нужно для этого делать? Расскажите, поделитесь вашим опытом. А пока от Алексея сообщение. Это как понять? Я часть целого, а Алешки так 1/8, потому как целый я большой, просто огромный. Надо же, как вы себя знаете хорошо, Алешка. Мила пишет, часто слышу, что нужно терпеть. А зачем? Для себя считаю это глупостью. Да, иногда терпение, оно мешает нам. Нужно действовать активно, а ты терпишь и ждешь. Но, знаете, надо терпение по-разному проявлять. Иногда ждать терпеливо, иногда активно действовать и не выходить за границы терпения. Оно ведь бывает очень активным. Просто ты определяешь для себя, как спортсмен, определенную пищу не ем, куда-то не хожу, чем-то не занимаюсь, потому что у меня тренировки, режим дня, жестко ограничиваю себя, проявляю терпение, потому что хочу одержать победу на соревнованиях. Хочу достичь результата. Галина пишет, мы с вами земляки, я из города Воткинск, родина Петра Ильича Чайковского. О, Анна пишет, у меня слабый характер, я больше эмоционашка. Ну, если вы это понимаете, значит, надо управлять своими эмоциями. Да так, чтобы окружающие люди спросили, как у тебя это получается. Мудрость – это практика. То есть ваш ум помогает вам понять, что у вас слабый характер, но очень много эмоций. Да, ум помогает это понять. Но чтобы вы стали мудрой, вам надо характер делать сильным, чтобы управлять своими эмоциями. По-другому мудрой не станете, Анна. Вы понимаете, да? Алена пишет, и здравствуйте, что делать, если тебя провоцируют? Иногда, как в айкидо, тебя толкнули, а ты отклонись, то есть не сопротивляйся. Меня иногда провоцируют, и я как бы ведусь на провокацию, но на самом деле делаю вид, что поддаюсь, как будто бы меня объегорили, обхитрили, вокруг пальца обвели, а на самом-то деле я просто наблюдаю за человеком, он случайно со мной так поступил или целенаправленно, и потом делаю так, чтобы его глупость была обнаружена перед всеми. Поэтому иногда вас провоцируют, потому что вы провоцировали, получили то, что сеяли. Что делать, если тебя провоцируют? Тренируйтесь, закаляйте свой характер. Вас раздражают, провоцируя, пытаются выбить из колеи? Тренируйтесь, преодолевать раздражение. Багси Сигал пишет, сейчас время акул и касаток. Но дело в том, что если вы в океане, то там акулы и касатки, а если на земле? Вы волк или гиена? Бакси. Виталий пишет, как понять, что ты готов к семейной жизни? Ведь молодые люди не понимают этого, и все проходят через это. Спасибо, Виталий. Если ты готов к семейной жизни, значит, это означает, что ты не осуждаешь своих родителей за их ошибки, которые они совершали, ты видел это.
Готовность к семейной жизни означает, что в первую очередь ты с человеком, с которым ты готов пожениться, замуж выйти, готов пойти в горы. То есть ты готов с ним дружить, готов с ним чему-то учиться. Семейная жизнь предполагает, что вы не только будете рожать детей, не только построите вместе дом, посадите дерево, но и сможете, как семья, быть полезными для окружающего мира, для своей страны, для своего города, для человечества. Быть готовым к семейной жизни – это значит заключить союз. Вы – отдельное государство, и она – отдельное государство. Семейный союз – это союз двух стран. Некоторые считают, что мы поженились, и жена мне принадлежит, она моя собственность. Неправильно. Семейная жизнь предполагает, что вы вступаете в союз друг с другом. И вы даете право друг другу оставаться самостоятельными, независимыми, но у союзников есть общие правила, общие принципы и есть общие цели. Вот что означает подготовка, быть готовым к семейной жизни. Ставим лайки, делимся трансляцией. Сообщение от Вадима. Доброе утро! Вадим, здорово! Из Ярославля, Вадим. Ольга пишет, физически быть не значит человеком нужно быть. Физически быть не значит человеком нужно быть. Не совсем я понял, что вы хотели сказать. Жанна пишет, надо учиться, не могу спокойно реагировать. Можете, просто надо тренироваться. Буду тренироваться, реагировать спокойно, пока не натренируюсь. Может быть, вы не хотите на самом деле спокойно реагировать. То есть где-то там в сердце, в душе думаете, да не буду я. Если я начну спокойно реагировать, вообще на шею сядут мне. То есть, понимаете, где-то вы не натренированы, просто надо тренироваться, а где-то вы не хотите. Румия пишет, как пережить предательство самого близкого человека, относиться к ней так же или лучше отделиться. Надо принять решение простить предательство близкого человека, потому что тогда ваше сердце и ваш разум будут способны понять, почему человек предал. Потому что ему надо помочь. Предательство – это слабость. Если вы близкий человек, Румия, мудрость вас будет учить помочь тому, кто оказался слабым. Понимаете, о чем я? Максим пишет, я принимаю критику, если она основана на принципах Божьего Слова. Ну, во-первых, Божье Слово не дает ответы абсолютно на все вопросы. В Божьем Слове не объясняется таблица Менделеева. Вы понимаете, да? В Божьем Слове не объясняется, как пользоваться стиральной машинкой автомат или айфонами, айпадами, гаджетами, смартфонами. Там очень много о чем не говорится, Максим. Я принимаю критику, если она основана на принципах Божьего Слова. В Божьем Слове даны главные, основные принципы для жизни. Но очень многое, например, в Божьем Слове написано «слушайся старших», «слушайся своих учителей, преподавателей». То есть учись подчиняться им. А если они критикуют тебя несправедливо, они тебя не любят, ты для них третий сорт, ну или просто один из многих, у них нет индивидуального подхода к тебе, они тебя не любят,
А в Божьем Слове написано, чтобы люди любили друг друга. И вот преподаватель, учитель вас критикует, хотя он вас не любит. Может быть, даже вы ему не нравитесь, и вообще он считает, что вы достали тут его, и он хочет от вас избавиться, и это не по Божьим принципам. Но в Божьей книге написано: слушайся начальника, учись подчиняться ему. Вы понимаете, Максим, да? Это вот вы написали вроде бы, да, так просто, ясно. А мудрость говорит: так подходить упрощенно нельзя к жизни. Наталья, во втором часе мы вас ждем. А Алексей пишет: ну да, конечно, знаю, поэтому себе всегда ставлю 2 стула, то на левом посижу, то на правом. Брал больше стульев с собой, но когда больше 3 путаюсь, на каком еще не сидел, не помню. Видите, да? Это называется хитрость житейская. Она часто мешает нам приобретать мудрость. Румия пишет: на критику я отношусь спокойно, смотрю им в глаза, а про себя думаю: как же ты не права, милочка. Мудрость не унижает. Вот в этом слове «милочка» есть нечто унизительное. Максим пишет: если человек говорит вещи, которые противоречат Богу и здравому смыслу, никогда такую критику не приму. Ну, я уже сказал по этому поводу. Алешка пишет: нет, ты готов только тогда, когда понимаешь, что самой большой ошибкой родителей было твое рождение. И это не мудрая оценка жизни. Не от мудрости человек говорит так, а от боли, от того, что он не прощает, от того, что он не принимает то, что есть. Но, Алексей, мы готовы вам помогать. Продолжаем. Мудрость придет после того, как научишься прислушиваться к мнению критики со стороны. То есть мудрость – это результат пути, это результат процесса работы над собой. Это результат. Мудрость – это как взобраться на гору, и там на горе тебя ждет какой-то приз, сюрприз, победа. Слушаться совета, то есть применять на практике, даже не идеальный совет. Да, чтобы понять, а как правильно применять совет, чтобы сказанное со стороны стало твоим. Понимаете, совет со стороны бывает не идеальным. Бывает в нем 10% какой-то пользы, 90% это просто мнение человека. Все равно прими совет, примени его на практике, потому что тогда ты поймешь, как правильно слушаться совета. Не будешь применять на практике то, что говорят. Ну и все, потеряешь. Наталья пишет: а я вот думаю, что самые мудрые себя мудрыми не считают. Да, самые мудрые говорят: я знаю, что я ничего не знаю. Почему трудно принимать обличения? Почему трудно слушаться совета? Как давать совет, чтобы окружающие прислушивались к вашему совету? Как обличать, критиковать, чтобы принимали обличение, критику? Что мешает вам слушаться советов и принимать обличения в моих эфирах? Напишите, что мешает вам принимать обличения и принимать мои советы и принимать обличения в моих трансляциях? От меня или от других людей во время наших трансляций. Поделитесь вашим опытом. Почему некоторые советы вы не принимаете? Почему некоторые обличения, а может быть и многие обличения вы не принимаете? Что вам в этом мешает? Ой, так, переключаем. Вот так.
у нас завершается первый час эфира, но Алексей спрашивает, а на какой горе сюрприз? На каждой горе свой сюрприз. Алексей пишет, у меня днюха, хочу сюрприз. Алексей, сюрприз. Сюрприз, может быть, вы не заслужили, а может быть, вы заслужили, я не знаю. Но я знаю одно. Хочу, чтобы у вас было хорошо, несмотря ни на что. И вы для меня, Алексей, в определенном смысле друг. Потому что, во-первых, вы говорите так, как вы думаете, довольно часто. Вы не всегда думаете правильно, но как думаете, так и говорите. Во-вторых, вы для меня друг, потому что вы способны признавать свои ошибки. В-третьих, вы для меня друг, потому что во время трансляции вы мне помогаете в работе с аудиторией. Поэтому я хочу как другу вам поставить песню в исполнении Леонида Агутина, мой друг. Поздравляю вас, Алексей, с праздником, с днем рождения. До встречи во втором часе через 8 минут. А я пока за ваше здоровье, Алексей, 40 раз. Вот опять этот легкий туман, предосенняя сырость дорог, будоражат следы затянувшихся ран и раскаты забытых тревог. Я опять возвращаюсь домой, завершая свой замкнутый круг. Хорошо, что есть где-то, но рядом со мной мой друг. Если я тебя хотя бы когда-нибудь обидел, просто не заехал, не поздравил, не предвидел, друг мой, старый друг, надежный друг, меня прошу, прости. Время неизбежно, и бороться с ним не нужно, если есть на свете наша искренняя дружба. Сколько мы с тобой прошли, что еще нас ждет на пути. Все проходит, и это весна тоже так незаметно пройдет. Где те славные, дружные ночи без сна, где то время, что нас еще ждет. Так бывает, беда за бедой, ускользает удача из рук. Слава Богу, что в жизни есть рядом со мной мой друг. Если я тебя хотя бы когда-нибудь обидел, просто не поздравил, не заехал, не предвидел, Друг мой, старый друг. надежный друг, меня прошу, прости. Анна Панченко. Время неизбежно, и бороться Спасибо с за ним лайки. не нужно, если есть на свете наша Искренняя дружба. Сколько мы с тобой прошли, Что еще нас ждет на пути? За ваше здоровье. Дзынь. Миллиарды людей на земле, мир забит битком колесей. Но как сложно найти в этой суетной мгле настоящих. И верных друзей. И хоть мир неуютно большой, где все шатко и зыбко вокруг, я судьбе благодарен, что рядом со мной Мой друг. Если я тебя когда-нибудь обидел, просто не поздравил, не заехал, не предвидел, друг мой, старый друг, надежный друг, меня прошу, ты прости,
Прости, Время неизбежно, Денис. бороться с ним не нужно. Если есть на свете наша искренняя дружба, сколько мы с тобой прошли. Что еще нас ждет на пути? О, столько мы прошли, что еще нас ждет на пути? Сколько мы с тобой прошли, что еще нас ждет? На пути. Пела мама рядом, было все впереди. Лето пролетало, начинались дожди. Слишком быстро, слишком быстро. Опускался вечер и кончался пломбир. Я смотрел на то, как изменяется мир. Слишком быстро, слишком быстро. Куда летит Время, куда летят мысли. о чем стучит сердце в груди. Я знаю, ты знаешь, я верю, ты веришь, и сможешь ответы найти. Людмила Игонина. Нина Сысоева, спасибо. Далеко, высоко, далеко, далеко, Высоко, далеко. отражение в лужах разбивай на куски. Почему-то градом посидели виски. Слишком быстро, слишком быстро. Дарья Клен. Где же песня мамы, что звучала вчера? Мне пока что рано уходить со двора. Это Слишком быстро, слишком быстро. Куда летит время, куда летят мысли? о чем стучит в сердце, в груди. Я знаю, ты знаешь, я верю, ты веришь, и сможешь ответы найти. Даша, чем мои эфиры отличаются от доктора Мясникова? Далеко, высоко, далеко, далеко, Высоко, далеко. куда летит время, куда летят мысли, о чем Таскира от всей души. знаешь, я верю, ты веришь, и сможешь ответы найти. Так. 30 секунд до начала эфира. Земфира, салам алейкум. Пам 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 пам.
Прямой эфир, день добрый, продолжается. Меня зовут Евгений Сарапулов, я профессиональный психолог. Ради него жертвую всем, а он не ценит это. Об этом второй час нашего эфира. Ради него она жертвовала всем и жертвует, а он это не ценит. Спрашивается, а зачем тогда ты жертвовала, если он это не ценит? Но ведь родители, мамы жертвуют многим ради своих маленьких детей, когда дети еще ни бы, ни мы, ни кукареку. Они потом, спустя годы, оценят, может быть, не все. Учитель учит своих учеников, они пока это не ценят. Проходят годы, они думают, эх, надо было учиться, а какой учитель-то у нас классный. Но хорошая мысля приходит опосля. И что же с этим делать тогда? Да, как правильно жертвовать чем-то ради других людей, ради любимых людей, чтобы они в итоге научились это ценить. Как вы это понимаете? Игорь Саруханов откроет второй час нашего эфира песней «С кем ты?». Неважно когда, особенно где, главное С кем ты? холодной зимой или весной, важно лишь с кем Ты? проносятся дни, как будто Кофе, что ли? они киноленты. Но этот вопрос слышим всегда. С кем ты? В жизни много встреч и разлук. Разочарований. Мы ищем ответ на этот вопрос в миг расставания. Папа, Не ошибись, остановись, найди ответы. о, Перед тем, как уйти или прийти. с кем ты? Ты нарисуешь свою жизнь, и если в ней не один ты, краски вспыхнут На холсте. и важно будет лишь одно, с кем ты. Правильно ли считать, что любовь — это спасение? Кто из нас не искал и не находил в ней утешения? У меня и у всех, и у любви есть секреты. Я сегодня спросил Надо ей сам написать. себя, с кем ты Ты нарисуешь свою жизнь, и если в ней не один ты, не один ты. краски Вспыхнут на холсте. И важно будет лишь одно, с кем ты. Где-то 8-10. Куда? В Телеграм, ну куда? Я не знаю. Я говорю, звони Свете. Там. Ну, в Телеграм, а куда? Надо ей написать в Телеграм. Может, там есть. важно будет лишь одно, с кем ты нарисуешь свою жизнь, и если в ней не Один ты краски вспыхнут на холсте. И важно будет лишь одно, с кем ты? важно лишь одно, Ты важно лишь одно, с кем ты.
Это прямой эфир «День добрый». Говорим о ситуации, когда она жертвует всем, а он это не ценит. Сначала я потеряла супруга. Винили меня, что не углядела. Он болел. Прошло время, почти 2 года. Я познакомилась с мужчиной. Вроде все сначала было хорошо. Родители мои говорили, что он мне не пара, но я все делала по-своему. Шла на поводу у него. Я даже перестала общаться с родителями, перечеркнула все ради него, брала кредиты, вытаскивала его из всякой ерунды, только чтобы он был рядом, переводил с моих карт деньги украдкой, прощала его, потеряла работу из-за болезни, но всегда искала выход, чтобы был какой-то доход. Он работал редко, выпивал. Несколько месяцев назад я купила комнату в общаге. Сейчас живем вместе в этой комнате. Ссоры бывают часто, платить нечем за коммунальные услуги. Оформили банкротство в процессе. На данный момент он работает, но вечерами стал задерживаться. И приходит выпивший, конфликты разгораются. Я сейчас работать не могу, так как постоянно лежу в больницах. Недавно увидела переписку у него в телефоне с девушками. Знакомится, оставляет свой номер телефона, назначает встречи. Села с ним серьезно поговорить. Он: «Мне не нужен никто, кроме тебя, я тебя люблю». И все в этом духе. Естественно, у меня обида. Он ищет мне замену. Его мать сказала, что он так не пил до меня, хотя был кодированным. Опять я и тут виновата. Он хочет от меня детей, а я боюсь. Стоит ли? Так как он грозился, я тебе их не отдам. Не знаю, как быть, страх, обида и так далее. Что делать? Сама себе говорю, все, хватит этих отношений. Но нет, держусь за него. Вот видите как, да? Она, можно сказать, приносит в жертву всю себя. Силы, время. А он это не ценит. Для вас, для нее это жертва, а для него он привык. Это само собой разумеющееся. Так и должна поступать. Он воспринимает вашу жертвенность как исполнение ваших обязанностей. Ты обязана, ты должна, а что? А по-другому, что ли, как-то? Никак, вот так. Мы приучаем людей получать за просто так то, что они получают. Люди должны ценить то, что они получают. Их нужно этому учить. Мы же детей учим говорить спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до свидания. Это элементарные правила. Точно так же и здесь. Если уж вы чем-то жертвуете, то вы должны знать, что эта жертва будет не напрасной. Как Христос отдал свою жизнь, умер за людей, на кресте распяли его. Но это было не напрасно, потому что он пролил свою кровь за грехи, и люди, когда каятся, говорят: «Господи, прости», Господь прощает, потому что пролита кровь была. Все понятно, ясно. И он пожертвовал собой. Не все это ценят, и многие не ценят, и чихать хотели. Ну что ж, их выбор, но кто-то ценит и изменяется кардинально. Он знал, ради чего такую жертву принес. И он готовил себя к этому. И он сделал это правильно. Точно так же и нам. Если уж вы чем-то жертвуете в отношениях с близкими, родными, то надо понимать, почему. И надо, если уж и пожертвовали, сделать это так, чтобы они оценили. Угу. А как иначе? Или вы думаете иначе? Кстати, напишите, когда вы чем-то жертвовали для людей, для любимого человека в частности, а он это не ценил. Что вы с этим начинали делать? Виктория Гелла. Алена пишет: я начинала злиться. Это естественно, но злость в этом случае начинала вами управлять, когда вы чем-то жертвовали.
Например, Христос, когда висел на кресте, ему говорили: «Эй, ты, сойди со креста, если ты тот, за кого ты себя выдаешь, и покажи нам». А он понимал, что он умирает ради тех, кто его унижает. И он не злился, потому что он заранее знал, почему он это делает. Он понимал, что люди будут смеяться. Он понимал, что люди это не оценят. Но он 100% точно знал, что пройдет время, и некоторые это оценят и поймут. Вот так же, Алена, вы, например, злитесь, когда вы жертвуете ради любимого человека чем-то, а он это не ценит. Возможно, потому что вы делаете этот процесс неправильно. То есть надо жертвовать чем-то. Например, Сергей Абрамов сейчас зашел на трансляцию ВКонтакте. Серега, привет. Он профессиональный музыкант. Я знаю, что он очень многим пожертвовал ради того, чтобы быть профессионалом. Ограничивал себя, тренировался день и ночь в свое время. И сейчас он в хорошей форме. Он пожертвовал, но он знал ради чего. И когда мы жертвуем, мы должны точно знать, ради чего это. И во-вторых, нужно это делать так, чтобы люди это оценили. И Сергей сочиняет песни, играет очень красиво, профессионально, и это трогает, это меняет даже души людей, их понимание, восприятие. То есть его жертва не напрасна. Вы понимаете, да, о чем я? А просто так: я тебе отдаю, я тебе отдала, я там терпела. А он не ценит. Надо учить людей, чтобы они умели ценить вашу жертвенность. Да, ты что, выше? Он написал? Здесь. О, вот это поворот. А у нас сообщения приходят, пишет в частности... Так, секунду. Так, на какой... О! Во-первых, Алла Белова у нас. Доброго утречка, шалом алейхам из Израиля, она пишет. Привет от Михаила Сбезганц, он пишет: привет, дружище. Здорово, мэн. Ты понюхал пороха жизни, как и я. Теперь мы с тобой еще больше понимаем, да? Михаил прошел по грани жизни и смерти. Я тоже в свое время прошел. И сейчас он восстанавливается, слава богу. Миша, очень рад. Крепись, держись. Тем более ты знаешь, за кого держаться. Теперь пришло время учиться по-новому держаться за того, за кого мы с тобой вместе держимся. Рад, что ты здесь. Наталья пишет: а вот я думаю, что самые мудрые себя мудрыми не считают. Согласен. Мила пишет: я была в одном чате, где психологи так случайно залетела. Они сказали, что на мне можно диссертацию защитить. Есть такие судьбы людей, это точно. Земфира пишет: мужчина не тот, кто много говорит, а тот, кто силен духовно и физически. Да, Евгений. Но в первую очередь ищите мужчин сильных духом, умеющих владеть духом своим. Потому что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Мужчина обязан уметь защищать свой дом, свою семью, отношения, самого себя от негатива, от зла, грехов. Поэтому ищите мужчину, умеющего владеть духом своим. Пишет она же, Земфира: я своему брату отдавала всю любовь и поддерживала его за его заботу о нас, а теперь его жена сделала так, что мы стали с ним врагом. Она делала, а вам надо было не поддаваться ее влиянию. Но вы проиграли. И это не проблема. Надо правильно потренироваться и одержать победу над негативом его жены. Наталья пишет: и ради чего так жертвовать собой? Ради чего? Это как же надо себя не любить?
Знаете, я встаю в 5:30 уже много лет. Я жертвую сном. Раньше, лет 7 назад, я вел прямые эфиры, трансляции по несколько раз в день. Я жертвовал вниманием к своей жене, своим детям, и они не получили где-то достаточного моего внимания, заботы. А сегодня вы радуетесь, говорите: о, какой хороший ведущий, интересный, полезный, потому что я тренировался и жертвовал. И, конечно, это было больно и мне, и семье, но сегодня мы видим результаты. Поэтому ради чего так жертвовать собой, ради чего? Если мы не научимся жертвовать, мы не поймем, что такое настоящая любовь. Настоящая любовь отдает настоящее, свое, живое. И она готова жизнь свою отдать. Если любишь, ты готов даже на это. Но ты не будешь делать это безумно, неразумно, нерассудительно. Это как же надо себя не любить, спрашивает Наталья. Если вы не научитесь жертвовать, вы не научитесь себя любить. Клетка в организме человека 90% вырабатываемой энергии отдает другим клеткам рядом с ней. Но и другие клетки тоже ей отдают. И клетки в организме в основном себе берут 10% вырабатываемой ими энергии. Понимаете? Принцип. Они отдают больше, чем сами берут себе. Но окружающие тоже отдают им больше. Это жертвенность? Конечно. Когда ты отдаешь больше, чем берешь себе, это жертвенность. Да, надо просто уметь отдавать так, чтобы и тебе отдавали. Чтобы люди хотели тебя подпитывать, чтобы они говорили: надо поддерживать этого человека, надо беречь его. Он нам нужен, этот человек. Надо отдавать так, чтобы тебе не сели на шею. Не, это я так с колонкой общаюсь. Уже должна, не знаю. Наталья Вотинцева, вы где? Она там, наверное, со своей Мартой. Что-нибудь. Ждем Наталью Вотинцеву, должна дозвониться. Ждем. Наталья! Помните, как Снегурочка? Наталья! Вы где? Мы туточа, уже все заждались. Пишет Мила, было такое, а потом подумала и послала. Делайте сами, раз не цените мой труд. Мила, вас можно понять, но надо людей учить. Ценить то, что есть. Вы понимаете? Вот мы сейчас Наталью спросим. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, как слышно меня? Хорошо, слышно вас. Отлично, здорово. Я очень рада быть с вами в эфире. Что там хотели спросить, потому что я выключала, чтобы у нас не фонило, выключала эфир. Какой вопрос? Мила написала. Было такое, то есть жертвовала, отдавала многое, а потом подумала и послала. Делайте сами, раз не цените мой труд. Ну, а я же о чем? О том, что надо людей учить ценить то, что мы им даем. А вы как считаете? Вот знаете, наверное, до начала эфира, так скажем, вчера переосмысление пришло окончательное по поводу вообще понятия жертвенности. Если до вчерашнего дня я считала, что если вы жертвуете, это ваше личное дело. То есть, тогда не ждите, делай добро, бросай его в воду. А вот вчера как-то прямо мысль, видимо, заставила себя подумать на эту тему. Есть же люди, которые способны жертвовать, то есть те, которые, наверное, те, о которых вы сейчас говорите, те, которые научились. Они не ждут, они жертвуют, и они учат людей ценить. Я думаю, вот так. Небольшую добавочку, что они умеют учить людей ценить это, а все остальное, мне кажется, даже жертвой назвать нельзя, либо это жертвенность поверхностная,
эгоистичная и, наверное, какая-то вот, ну, условно говоря, бытовая. То есть, когда вот я тебе все, а ты мне ничего, мне кажется, это такое неосознанное, что ли. И это же эгоистичность, какая же тут жертвенность, если я жду в ответ, что мне что-то будет. Жертва, если мы учимся у классической той же самой религии, жертвенность — это, скорее всего, воспитание тоже, но первое — это не ожидание того, что человек тебе что-то в ответ даст. Как Если вы... мы говорим про... Да, Да, как в эфире я даю, не все ценят, но я все равно продолжаю давать. Во-первых, потому что я это считаю своей обязанностью, это мое вложение в этот мир. И я как Да. сеятель сею семя. Да, есть семя, которое попадает на добрую почву, но есть семя, которое вылетает куда-то там на проезжую дорогу, есть семя, которое попадает куда-то на камни. То есть вот эти... Кстати, Христос когда-то такую притчу рассказывал, он говорил, что у людей разное состояние души. Почва, сердце, одна каменистая, другая вообще как заезженная дорога, а у кого-то почва разрыхленная, и она принимает семя и дает плод. Но сеять надо. И как бы давать нужно всем. Но, как вы знаете в трансляциях, я не позволяю пользоваться собой, как заблагорассудится тем, кто не ценит то, что я даю. Я начинаю им давать как бы меньше. Да и я замечал, они не могут получить от меня все, что я даю. А вот вы, когда ведь со своим мужем ведь шли на определенные жертвы, особенно когда вы видели, что он не ценит, а вы думали, ну, я еще дам ему, еще позабочусь, еще проявлю понимание. И в какой-то момент вы поняли, что жертва уже бесполезна. Это что был за момент такой? Когда осознание приходит, что бесполезно, Да. я думаю, что, знаете, здесь, наверное, все-таки рост личностный. Вот если нет вот этого, то, что вы говорили, это все было неосознанно. То есть если мы говорим, что вот я жертвовала, или там, как кто-то мне говорит, молодые годы, во-первых, ничего не бывает безвозмездно, это всегда опыт. То есть если даже вам человек чего-то не додает, это тоже опыт. То есть вы знаете, что могут не дать. Ура! Галочку поставили. Я думаю, что это мера осознанности. Я не знаю, может быть, это молодость, это иллюзии, это некая очарованность, вот эти иллюзорные надежды, когда мы надеемся на то. Это я сейчас понимаю, что, в принципе, тут, может быть, я что-то, конечно, до сих пор считаю, что, может, я как-то неправильно себя вела, не так делала. Но вот это вот... я бы сказала, инфантилизм в самом широком его смысле. Ожидания. Дети же ждут, да, дети же, они же ждут, что к ним все, ну, я надеюсь, если так ребенок не испорченный, он ждет, что кругом благо вокруг него, что он само собой падает. А мы тихонечко их воспитываем каким-то образом. Я думаю, что вот это вот взрослость, осознание, а потом, ну, как-то вот требование к себе, может быть, это... неправильное учительство было с моей стороны, то есть я неправильно учила человека. Другой ведь, который постарше, он ведь всегда, ну как всегда, опять же в меру, опять же смотря какая почва, каменистая или нет, есть люди, которые сопротивляются, вот, сопротивляются воспитанию, да, поэтому я думаю, что вот это сопротивление, оно и вышло, если мы говорим там про первого, да, мужа, я думаю, что он там больший учитель, наверное, для меня. Я думаю, что вот, осознание того, что я не вправе изменить человека, я не могу, у меня нет сил исправлять, и сопротивление было уже не просто сопротивлением, а уже как нападение, поэтому зачем? Зачем обострять? На дороге каждого из нас встречаются свои учителя, поэтому, может быть, не я тот учитель. Получается, Вот чтобы люди ценили нашу жертвенность, в какой-то момент надо перестать давать то, что они привыкли от нас получать. И сказать им, что я дам, у меня есть, но надо приложить усилия. Как бы образно выражаясь, положить это на верхушку горы и сказать: возьми, тебя это ждет, но надо забраться туда, приложить усилия. Знаете,
Ага, я бы еще, наверное, добавила, ну это вы, наверное, прокомментируете в первую очередь, ну и слушатели тоже. Когда мы за что-то очень держимся, вот именно чувствуем, что это нам необходимо, мы без этого жить не сможем. Вот это, мне кажется, самая большая, ну, по крайней мере, я оцениваю, что это большая как бы ошибка, не ошибка, ну, в общем, все, что в нашей жизни все равно ценно, да, даже осознание ошибки. Вот когда мы за что-то держимся так, что, ой, я без него, без этого, пусть это будет материальное что-то, жить не смогу, там еще что-то, вот эта цеплялка, она оборотная сторона любви. Здесь нет любви, здесь жажда собственности. Когда это совершенно это сложно для меня, даже для меня это сложно в жизни реализовывать. Я все время себя ловлю на этом, все время задаю себе вопросы, потому что это, ну, для меня это сейчас не любовь, когда мы чем-то, да, мы можем ценить, но ценить не как принадлежащее нам, не как собственность. Это другая любовь. Вот когда ты любовь хочешь ждать, или когда ты ждешь, что тебе дадут любви, это две разных позиции. Получается, кстати, то, что мы даем кому-то, жертвуем чем-то, это не на 100% нам принадлежит, это нам дано. Ну, например, мы рождаемся в этом мире, нам дается тело, способность думать. Мы ведь не заработали это, мы сами себе это не создали, мы можем развивать этот потенциал, усиливать его. И получается, что когда мы чем-то жертвуем, надо понимать, что мы не только своим жертвуем, мы жертвуем, наследием своих предков, по генам что-то передалось. Или для верующих надо понимать, что если они чем-то жертвуют, это дал им Творец, это принадлежит в том числе ему. Если ты это же... И надо советоваться, получается. Родители нам что-то, учителя передали. Вот вы, например, учите студентов, если они, жертвуют чем-то ради других людей, особенно тем, что вы им дали, то было бы хорошо им посоветоваться. Скажите, уважаемая Наталья, а как нам это давать другим, чтобы они на халяву, так сказать, это не получали и не было это медвежьей услугой? Такую... Я думаю, в каждом случае это все-таки индивидуально. Здесь очень срабатывает, опять же, таки много факторов, но смотря о чем мы говорим. То есть, первое, что я вообще рекомендую на занятиях, недавно заочники были, я всегда говорю, что когда вы даже разговариваете, вот вы разговариваете с кем-то, с кому-то там, допустим, даете совет, вот сегодня у вас тут было про советы на эфир, с удовольствием вас слушала, на бегу, конечно, по дороге. Смотрите, когда вы что-то кому-то даете, пусть это будет, к примеру, разговор. В конце разговора спросите, что человек понял, принял, сделал вывод, пусть даже не сделал вывод, как он вас понял, вот что он понял из разговора, что вы... Я говорю, что это удивительная штука. У меня даже сказали студенты, особенно повзрослее, что они это практикуют, да, что они действительно это делают. Я говорю, вы уже взрослее, поэтому вы это уже практикуете. Это очень интересная штука, когда спрашиваешь, допустим, кому-то что-то советуешь, а потом спрашиваешь, как ты понял, вот что я тебе сейчас рекомендовал. Вот, мне кажется, это такой интересный приемчик, посмотреть, как люди воспринимают, потому что иногда на собственном опыте это удивительная штука, что тебе выдают. Ты совсем не это хотел сказать. Да, натолкнули. Да, говорите. Да, все, это я сказала. Вот это первое, что вообще, всем можно порекомендовать. Это же ни к чему не обязывающая рекомендация. Просто попробуйте с другими людьми вести разговор вот так. По крайней мере, это будет уже обратная связь. А из этого уже исходить, что вы там, так скажем, потребуете или вправе ожидать от другого человека. Хотя бы ваше понимание. То есть, как поняли вас. Вы меня подтолкнули к мысли. Я последнее время часто снимал квартиры, и в некоторых квартирах плата была невысокой, и люди, можно сказать, жертвовали, но мы, когда смотрели, какая мебель, для них она казалась очень-очень хорошей, мы думали, какая неудобная, мы бы ее точно заменили.
то, что хозяева ценили, для нас не являлось ценностью. А они такие: вы, пожалуйста, аккуратно с этим обращайтесь. Мы думаем: да мы бы это выкинули, да другое взяли. Но для них это ценность. И это так же, как дети, да, для них какие-то безделушки являются жизненно важными ценностями, стекляшки, какая-то ерундовина. То есть нужно понимать человека, что для него является ценностью, и он этим, можно сказать, жертвует. Если ты его не поймешь, то ты не сможешь и сам. То есть если ты ценишь других, что они тебе дают, то ты тогда и сможешь ценить то, что ты даешь людям. Вот логика такая. Ну да, да. Я думаю, что вообще это вот чувствование другого, это очень важно. Не знаю, как со временем. Вы зато меня натолкнули на следующую мысль. Между поколениями сейчас как раз растет новое поколение, там альфа-бета его уже называют. Это раньше были ZY, да, сейчас альфа-бета. Вот я как раз думаю, насколько вот это новое поколение умеет чувствовать другого человека, то есть на основании чего, чтобы почувствовать его вот эти ценности, насколько ему галечку ребенок принес с улицы красивую и никому не дает ее выбросить. Вот эти ценности очень интересны внутри человека. Вы тоже меня натолкнули на новую мысль. Передача или узнавание ценностей в другом, в новом поколении. Спасибо большое. Ну, наконец-то вы в эфире. Ура! Ура! Очень рада. Да, в следующий вторник вновь, надеюсь. Если что, предупрежу. У меня обстоятельства меняются, но мы все равно выходим в эфир. Спасибо за участие. Рады, что вы с нами. Спасибо большое. 43-й выход состоялся. Большое спасибо. Надеюсь, что в следующий раз тоже все получится. Всем хорошего дня, настроения. Еще раз спасибо большое за возможность. До свидания. До свидания. Юбилей будет через 7, получается, или 6 вторников. Это ближе к осени. Мы отметим юбилей 50 участий в эфире «День добрый» от Натальи Вотинцевой. У нас музыкальная пауза. А я пока... Это как бороться с наступлением темноты, удержать, пытаясь ладонями свод небес. Это громче крика, отчаяний, пустоты. Это словно в невесомости свой теряешь вес. Это как нечаянный детский страх. Я прошу не он, только бы не он. Как не потерять себя в этих снегах? Снег летит, как попало, диктор твердит циклон. Едва дыша, и тихо так, что слышно, как поет душа. Мама, Шепчу себе, иди, Наталья. пока решимость есть в моей груди. Не дыша на самом краешке замереть, лишь бы этот яркий свет никогда не гас. Ну а если мне дотла суждено сгореть, я прошу только бы это было Ева. последний раз. Это снова и снова моя душа Поет. Это самый желанный на свете по кругу бег.
что само пройдет. Лишь бы не перестал, как попало, падать снег. Едва дыша, и тихо так, что слышно, как поет душа. Шепчу себе, иди, пока решимость есть в моей груди. Едва дыша, Мария Медведева, тихо так, что слышно, как спасибо за лайки. душа. Шепчу себе, Тебе иди, иди пока решимость есть в в моей груди. Ева Польна исполняет. едва дыша, и тихо так, что слышно, как Поет душа. шепчу себе, иди, Иди пока решимость есть в в моей груди. Прямой эфир «День добрый» продолжается. Говорим о ситуации, когда она жертвует всем, а он это не ценит. В той ситуации, о которой я рассказал в самом начале эфира, женщина говорит: я все делала по-своему. Все не стоит делать по-своему. Что-то по-своему точно надо делать, но не все. Это неразумно. Что-то надо делать так, как советуют родители или кто-то, кому вы доверяете. Потому что самоуверенность приводит к тому, что человек действует и жертвует неразумно. Мы жертвуем неразумно, когда только своим умом живем. Некоторые говорят, надо своим умом жить. Нет. У советующихся мудрость, надо советоваться. При множестве советников, говорил царь Соломон, предприятие состоится. Представляете? Весь вопрос, как советоваться. Брали кредиты. Вот она брала кредиты, вытаскивала из всякой ерунды его, лишь бы он был рядом. Это нельзя делать. Потому что вы делали за мужчину то, что он сам должен и обязан делать, потому что мужчина, он добытчик. А вы и за женщину, и за мужчину, и за себя, и за того парня. Поэтому надо поставить себе самой вопрос, а почему вы делали и за себя, и за него? Много различной работы, обязанностей и за себя, и за него. Почему? Хотели понравиться, думали, что он это оценит? Для вас это была жертва, но она оказалась глупой, неразумной. Это ужасная ошибка. Нельзя так поступать, потому что мужчина, он расслабляется, ему с вами удобно. Он, когда вы так постоянно поступаете, он к этому привыкает. Лишь бы он был рядом. Это страшная ошибка, пишет Наталья. Да, лишь бы он был рядом. Рядом нужен вам друг, а не предатель. Нужен надежный человек, а не хитрый. Нужен партнер, а не эгоист. Нужен тот, кто признает свои ошибки и исправляет, а не тот, кто говорит, ну и что, ну и так случилось, и принимай меня таким, какой я есть. То есть вы понимаете, вы позволяли ему быть слабым, быть эгоистом, быть там неверным, быть каким-то, позволяли. Нельзя человеку давать, когда он не меняется, то, что вы давали раньше. Нужно перестать давать меньше. Конфликты между вами разгораются, поэтому необходимо правильно научиться с ним конфликтовать, чтобы вы становились сильнее, а не слабее. Поэтому задать себе вопрос, а как конфликтовать, чтобы становиться сильнее? Это тянет на целую тему эфира, конечно же.
Почему конфликты делают нас слабыми? Наталья пишет: не, сейчас и мне мужчины говорят: ты сильная, ты справишься, а вот это уже заставляет задуматься. Да, я сейчас смотрю на действия, как мужчина справляется со своими ошибками хотя бы, а уж мне создавать проблем точно не нужно. Да, то есть объединять свои усилия нужно с тем, кто прилагает усилия, но не делать за него. Я, например, во время консультации часто помогаю человеку, видя, что он не может что-то. Но если он что-то может, но не хочет, я говорю: помогать не буду. Потому что вы можете, но не хотите. Человек говорит: да мне больно. Я говорю: вам больно, но вы можете. Делайте то, что можете. А я сделаю то, что вы не можете. И тогда будет гуд. И тогда будет большой, хороший гуд. Пишет нам Петр: что любовь, что ненависть, а один гормон все устраивает. Весь вопрос, как вы этими гормонами распоряжаетесь и куда вы их направляете. Гормоны – это энергия. И поэтому вопрос в том, как вы распоряжаетесь этой энергией. Оксана пишет: настоящая любовь не ненавидит, а долго терпит. Согласен, но когда настоящая любовь долго терпит, она не сидит, сложив руки. Она учит сдерживать вас, свои эмоции, но она учит в долготерпении не позволять пользоваться, как хотят, другим вами или другому любимому человеку вами. Она долго терпит, чтобы, во-первых, научить вас преодолевать раздражение, чтобы вы уравновешенные были внутри, чтобы вы выбирали правильные реакции. А правильная реакция – это не только спокойная, тихая, а может быть даже жесткая, может быть даже такая вот кулаком там, по лбу. Но эта реакция должна быть разумной, чтобы это был выбор, а не просто выплеск эмоций. Любовь, она долготерпит с этой целью, учит нас. Вот, кстати, Наталья пишет: кто там про долго терпит? Аккуратно, лишь бы не побои. Да, надо правильно проявлять терпение, чтобы не усугублялись отношения. Долго терпение и терпение нужно проявлять, чтобы выбирать правильную активность. Знаете, когда женщина терпит просто вот, да, и не реагирует активно, правильное терпение помогает нам выбирать разные реакции. И очень активные, и тихие, и такие незаметные. Но правильное терпение и долготерпение, тем более, помогает нам становиться сильнее. А если женщина долго терпит, а потом срывается, и у нее там что-то болеть начинает, и болезни появляются, значит, она неправильно проявляла терпение. У нас уже почти... Вопрос от Ольги: как успокоить душу, я переношу в следующий час эфира. Спасибо тем, кто участвовал, спасибо, кто ставил лайки. Продолжайте ставить лайки, делитесь трансляцией, подписывайтесь на канал, где вы смотрите эфир. Я профессиональный психолог Евгений Сарапулов, работаю психологом с октября 1993 года. В следующем году будет 30 лет. Представляете, да? 30 лет стукнет. Вот это да, вот это поворот. Больше, чем полжизни. Но это нормально, да. Занимаюсь своим делом, мне это нравится. Со вторника по четверг с 7 утра до 10, теперь уже традиция у нас, веду прямые эфиры. Задавайте вопросы, любые вопросы, не обязательно по теме
Да, 30 лет это вообще круто. Это такой стаж мощнецкий. Отметим обязательно, да. Надо подумать, как отметить. Так. В завершении песня от Сергея Артемьева «Красивая» посвящается всем женщинам. Каждая из вас имеет свою красоту. И внутреннюю, и внешнюю. Даже если вы себе не нравитесь. Если вы не отвечаете требованиям каких-то топ-стандартов, знайте, что у вас есть ваша уникальная красота. И вам нужно эту красоту в себе найти, раскрыть и, во-первых, для себя обнаружить уникальность вашей внутренней и внешней красоты. Как это сделать? Можем об этом поговорить, если хотите. Наталья. Где-нибудь фуфайку найти, фуфайки, Только ты для меня одна. О тебе я пишу с чистого листа. И пусть слова летят, как снег, к серебру небесных рек. Каждый день, каждый час судьбу благодарю. Ты нужна сердцу моему. Расстояние любви, лишь успеть тебя найти. Красивая, кто тебя создал? Любимая, я тебя искал. Пусть судьба будет у тебя счастливая. Кто тебя создал, любимая? Тебя назвал, без тебя был бы я не я, любовь моя. Оп. Так, подключаю ОНР. Уже прошло. Ну ладно, тогда запись потока пока. Так. Сегодня какое число? 14. 14.
Прямой эфир, день добрый, я ведущий Евгений Сарапулов, психолог. У нас вопрос, как успокоить душу. Что такое душа? Это чувства, мысли, желания. Как успокоить свои мысли, да, другими словами. Но какие-то мысли спокойны, какие-то нет. Может быть, даже и не надо успокаивать мысли. Какие-то чувства спокойны, какие-то нет. То есть это звучит абстрактно, как успокоить свою душу. Но в целом душа успокаивается верой и надеждой, и любовью. Вопрос, во что надо верить, и как, на что надеяться, и как, что надо любить. Или, любить надо всех, но как это как раз и поможет нам успокаивать душу. Группа Фифеста Family с песней «Разве мы можем друг без друга?» Нет. Ну, вообще можем, но не хотим. Я после отжиманий, да, такой буду спокойнее, ладно. Без снега вьюга, друг без друга. Светуляна. Хотите, чтобы вас так называли, да? Спина зачесалась у меня. В таком месте, куда не дотянешься рукой, главное. Как успокоить душу? Душа, может быть, не хочет успокаиваться. Это как ребенок плачет, и его не надо успокаивать. Вот чтобы он проплакался. Бывает, душа должна пострадать, поплакать, поныть. Это полезно. То есть обезболивать ее душу не надо сразу. И это нормально. Как успокоить душу? А надо понять, а что расстроило вашу душу? И, может быть, избавиться или
от того, что расстроило, или выбрать другое отношение к тому, что душу вашу расстраивает. Что вы делаете, чтобы успокоить свою душу? Ой, как хорошо-то. Божественно. Но Бог создал реакции такие, чтобы чесалась ты чеши. Прямой эфир, день добрый. Я задал вопрос, жду ответа. Что вы делаете, чтобы успокоить свою душу? А пока Дарья пишет: я вот злюсь, что человек не понимает, что жертвую ради него очень многим, и это злоба накопительно, раздражение растет. Человек не понимает. Дарья, значит, вы должны ответить себе на вопрос. Он не может это понять, его не научили, или он не хочет это понять? Этот вопрос очень важен, поставьте его. Он не может или не хочет? Если не может, значит, надо его научить. Не прямо, мужчины не любят, когда женщины их учат, а можно договориться с ним. Когда, например, вы что-то ему даете, скажите: я бы хотела получить это, получу, дам тебе это. Ну, бартер, так сказать. Если он не хочет, вы злитесь, что он не понимает вашу жертву, потому что он не хочет это понять. Ну вот и вы где-то, он хочет от вас получить что-то, а я не хочу тебе это давать. Вот ты не хочешь меня понимать, а я не хочу тебе это. Что будем делать? Ты захочешь, и я захочу. Ты же у меня вождь. Ты же главный. Ты же папа. Ну, ты же шишка. Ты же рулевой. Ну, почешите его вот это самолюбие. И глядишь, согласится. Весь вопрос, конечно, как вот эти идеи, о которых я вам рассказываю, как их преподносить, это уже индивидуально. Но в целом направление задаю вам. И еще, Дарья, если вы злитесь, потому что человек не понимает, что вы жертвуете ради него очень многим, и что у вас копится злоба и раздражение растет, это означает, что вы не преодолеваете раздражение и злобу, а вам надо главной целью поставить не научить его ценить то, что вы даете, а научиться преодолевать раздражение и злобу в себе, злобу уничтожать, раздражение преодолевать, тренироваться, чтобы стать уравновешенной, спокойной. Поверьте, это на него будет влиять. Сами себя уважать начнете больше, и любить будете больше, и сил у вас появится намного больше. Наталья спрашивает: ну как простить и забыть любимого человека за его 2 раза измену и обман? Прощение – это не просто расположение души или желание. Когда изменяют, прощать не хочется. Желания такого нет. Чувства, эмоции негативные. Поэтому нужно принимать решение простить. Мы с семьей смотрели недавно фильм «Хижина». Рекомендую настоятельно. Почитайте книгу «Хижина». Пол Янг, по-моему. Или посмотрите фильм «Хижина». В этом фильме есть момент, когда... там очень тяжелый сценарий,
когда девочку, младшую дочку в семье своровал какой-то маньяк, убил ее, ее не могли найти. И семья верующих ходят в церковь, и отец семейства был в жутком расстройстве, в семье было очень плохо все. И он негодовал на Бога, и вдруг Бог встречу с ним организовал. Знаете, такая вот интересная. И когда Бог встретился с ним, естественно, этот отец семейства стал его упрекать: если ты Бог, то как же ты это допустил, если ты любишь? Ну и все вот эти вопросы, которые мы задаем Богу, когда жуткие какие-то страдания видим на земле, в своей жизни. Где Бог, когда мы страдаем? Я страдаю. И был момент в этом фильме, и в книге он, конечно, описан, когда Бог сказал, что тебе надо простить этого насильника. А перед этим был диалог у этого отца семейства с мудростью. И мудрость говорит ему: иди, стань судьей. Диалог был очень интересный, в результате чего отец сказал: не хочу быть судьей, не буду судьей. Это не мое. Я не могу быть судьей. И вот после этого момента Бог ему говорит: надо простить. Он говорит: у меня нет желания, я ненавижу. Бог говорит: просто произнеси эти слова: прощаю. Скажи это слово, а я помогу тебе во всем остальном. То есть прощение, Наталья, это когда мы делаем то, что можем. Простить нужно ради того, чтобы не ходить со злом в своей душе. Простить нужно того, кто 2 раза изменил и обманул, чтобы вы были сильны внутренне, в душе, чтобы у вас была свобода от злости. Потому что злость, ярость, гнев, прочие похожие чувства, они будут жить в вашей душе, они будут забирать ваши силы, они будут мешать вам жить. И они заберут вашу жизнь в итоге, и вы иссохнете, зачахнете, потеряете силу, красоту, уверенность. Это все нужно вам, нужно окружающим людям, вы нужны этому миру. Поэтому, конечно, вы не сможете полностью его простить как надо, но в первую очередь просто себе важно сказать: прости его ради того, чтобы не таить в душе равнодушие, злобу, агрессию, ненависть или полный игнор, типа: да он для меня не существует, все, да пошел он на все 4 стороны. Глаза мои не видели, и не вижу, и никогда и видеть не хочу. Это проклятие, то есть это зло, оно использует нас и так себя проявляет. Конечно, прощать трудно. Поначалу так кажется вообще невозможно, когда изменяют, обманывают, вот так, как вы написали. Но это процесс. И этот процесс нужно пройти и научиться прощать. Научиться прощать правильно. У меня есть курсы, как правильно прощать. Пожалуйста, пишите мне, я пришлю вам ссылочку, приобретете курс, поработаете. И здесь я не рассказываю все, не объясняю, там довольно много, из нескольких этапов состоит курс. Так что, пожалуйста, пользуйтесь возможностью, пока она есть. Так, 15 минут прошло. Пишет Мила: Мила С. Благодарю Наталью. Наталья, вас благодарят. Ну, Наталья, правда, вписалась, да, в нашу атмосферу. Она другая, иная, но она умеет быть союзником. Алена пишет: нужно решить для себя, нужен ли вам этот человек. Когда есть чувства, можно и простить. Когда нет чувств, тем более нужно уметь прощать. Когда есть чувства, тогда легко, в принципе, простить. А вот попробуй прощать, когда нет чувств. Попробуй любить, когда не за что любить. Когда человек пакости делает, гадости всякие. Попробуй любить такого. Но мы же любим своих детей, хотя они могут столько наворотить, столько делать не так и не то. А почему мы их любим? Да просто потому, что это наши дети. Вот и все.
Почему надо прощать человека? Учиться его любить, когда он пакостит, гадит? Просто потому, что он человек, потому что он создан по образу и подобию Творца. И если мы этому будем учиться, то мы научимся. И тогда мы поймем силу любви и прощения. Нужно решить для себя, нужен ли вам этот человек. Нам нужны все. Все, кто нас окружают, ниспосланы нам не случайно, неспроста. Они нам нужны, эти люди. Нужны, потому что мы связаны друг с другом. Мы живем в мире, где все взаимосвязано. И даже если нам кто-то не нужен, он нужен нам. Просто мы этого не понимаем. Почему он нам нужен? Элеонора из Ютуба доброе утро пишет, очень приятно. Все, кто в Ютубе, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, делитесь трансляцией, подписывайтесь на канал. Спасибо в Одноклассниках, вы больше всех ставите лайков, это очень приятно, вы крутые, вы меня вдохновляете. Вашими лайками вы словно делаете массаж моим мозгам, моим чувствам, моей душе. Потому что меня это умиляет, мне это нравится, я испытываю приятные чувства, мне легче вести эфир, когда вы ставите лайки, понимая, что эти лайки даже не столько мне нужны, сколько они продвигают нашу трансляцию и делают ее узнаваемой для тех людей, которые вообще ничего не знают о нашей трансляции. Так работают алгоритмы социальных сетей. Марина Р., доброе утро. Вы сегодня или Мила С. вновь написала: у меня в семье гармония и баланс, не позволяю на себе ездить. Муж и сын вчера подарили 2 букета цветов просто так. Мы разговариваем и проблемы не замалчиваем. Ух ты, Мила С. Подумайте со своим мужем, со своими детьми и напишите 10 правил вашей семьи. Я бы хотел об этом поговорить в эфире. Юлия пишет: прощаешь, прощаешь, понимаешь, жертвуешь, а в итоге сломанная жизнь и ребра. Поэтому прощать нужно правильно. Жертвовать нужно правильно. Это так же, как мы учимся правильно решать задачи. Тогда получаем результат. Неправильно решаем задачи, не освоим ни математику, ни филологию, ни какую другую науку. Вы понимаете, да? В жизни нужно решать правильно. Не просто прощать, а правильно прощать. Я об этом отчасти сегодня уже говорил. Как? Есть правила, есть законы. Их нужно знать и учиться их исполнять. Законы, правила, уставы, заповеди – это все как бы составные части истины. И познаешь истину, и истина сделает тебя свободным. Понимаете, Юля? Познаете правила прощения, правила, как правильно жертвовать. А сегодня я об этом во 2 часе много говорил. И тогда вы поймете, как нужно правильно это делать, чтобы научиться получать результат, а не оставаться со сломанной жизнью и ребрами. Так, 10, 20. Через 5 минут перерыв музыкальный. Нам пишет Юлия та же самая. Поначалу чел наслаждается тем, что помогает, а после, как надоест, отпихивает и оскорбляет, когда наелся своим высокомерием. Так вы не кормите его так, чтобы он наелся. Оставляйте его с чувством голода, чтобы он хотел еще. А когда он просит еще, тогда скажите: приложи усилия, сделай то, так.
поощряйте его, когда он прилагает эти усилия. Это называется искусство коммуникации, искусство отношений. Возникает вопрос, Юлия, а зачем вы ему давали? То есть вы же сами, получается, способствовали. Сейчас смотрю на действия, как мужчина справляется со своими ошибками хотя бы, а уж мне создать проблем точно не нужно. Евгений, а правильно сделала, что ушла за его измену и ложь, хоть и люблю? Я думаю, что нет. Уходить не надо, когда изменяют. Потому что часто изменяют не потому, что не любят, а потому, что попали в зависимость. А кто не поможет, как вы? Ну, кто может помочь человеку, как не вы? И когда вы ушли, вы обезболили свое состояние. А он изменил, ложь. Любовь, она может уйти на дистанцию, на расстояние. Но она не закрывает навсегда путь. Она оставляет шанс. Любовь, она учит нас извлекать правильные уроки из этой боли, чтобы мы стали сильнее и впоследствии выбирали правильные реакции на происходящее, потому что, во-первых, надо переболеть, стать сильнее, во-вторых, надо научиться давать шанс по-другому. Не так, как вы это делали раньше. Уходим на перерыв, встретимся через несколько минут, и Игорь Саруханов с песней «Прости» продолжит наш эфир. А я пока... Я недавно отмотал назад всю свою жизнь и посмотрел, скольких женщин я не потерял.
только попросить меня простить. Прости, прости, что я был тобою болен и неправильно все понял. Прости, 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 что перепутал страсть с любовью, виноват перед тобою. Прости, прости. Очень стыдно, что не так серьезно относился к чувствам я. И все это осознать мне сложно, как и вам понять меня. Я все больше убеждаюсь в том, что эту боль ничем не заглушить. И надеюсь, что когда-нибудь вы сможете меня простить. Прости, прости, что я был тобою болен и неправильно всё Надя, понял. привет. Прости, Надя Волкова. прости, прости, Прости меня. что перепутал страсть с любовью, виноват перед тобою. Прости, прости. ВКонтакте как слышимость, видимость не прерывается трансляция сегодня? Ставим лайки. Делимся трансляцией. Я думаю, этот час проведем. Спасибо. Прости. Прости. Что я был тобою болен и неправильно все понял. Прости. Прости, прости, что перепутал страсть с любовью. Я виноват перед тобою. Прости, Вот умеет, да, пить тоже. Саруханов. Он как один. А он же из тех. Твоя мама его слышит, да? Твоя мама. Нет, он еще не был тогда. С кем так мило мы ведем беседу, это мой секрет. Прямой эфир «День добрый» продолжается. Мы начали эфир «Как успокоить свою душу». И, кстати, я жду ответов от вас, как вы успокаиваете свою душу, когда она в разнос, когда ей плохо. Жанна пишет: Евгений, приветствую. Спасибо, это взаимно, Жанна. Ксения пишет: сын деньги тратит, у него выходит расход больше, чем мой. Я ведь терплю, говорю ему, учила его всю жизнь, чувствую, что меня расстраивает так, что не могу ничего делать, как правильно терпеть, как быть мудрой. Терпение – это когда вы выбираете определенные правила действий, определенные границы, и в этих границах, неудобных для вашего сына, проявляете вот эту свою принципиальность. То есть вы определили границы и придерживаетесь этого режима. То есть вы не даете что-то сыну, и вы терпение проявляете, чтобы не давать, а хочется дать. Жалко, но не даете. Вы понимаете, да? Терпение. Как быть мудрой? Чтобы стать мудрой в отношениях с сыном,
нужно ему говорить, что вы будете делать. Так сказать, я хочу научиться правильно помогать тебе. Для тебя это будет неудобно, неприятно, но в итоге будет полезно. Потому что то, как я тебе помогала, не помогает. И мне вред наносит, и тебе. Короче, тройки поначалу, но научусь в итоге. Например, так, и с терпением начните учиться. Светуляна здоровается и пишет: у меня сегодня родилась внучка, я дважды бабушка. Хе-хе-хе. Вот это да! Поздравляю вас, бабушка. Ксения пишет: спрашиваю и наблюдаю внутри, что я чувствую. Бывает, медитирую, бессознательно увижу суть, тогда душа успокаивается. Спасибо. Мила С. пишет: чтобы простить, надо понять, почему человек так поступил, я так думаю. Иногда, чтобы простить, надо понять, а порой, чтобы понять, надо простить. То есть простите, тогда у вас появится сила и способность понимать. Начнете понимать, сможете простить как бы еще более правильно, что ли, да? Но чтобы научиться понимать, надо вначале простить. Прощение как бы делает нас более чуткими, более точными в понимании, в восприятии проблем с человеком, который нам сделал что-то плохое. Светуляна пишет: есть еще такой типа анекдот. У Бога спросили люди: зачем на земле беды, войны, убийства, горе? Бог в ответ спросил: а вам это не нравится? Конечно, не нравится. Ну так не делайте этого, люди. Классный анекдотик. Ксения пишет: спасибо, вас послушаешь, внутри спокойнее, сила появляется, уверенность. Следовательно, на вопрос, как успокаивать душу, есть эфир «День добрый», трансляции «День добрый». Пожалуйста, успокаивайте свои души. Бог через меня успокаивает ваши души. Пишет Наталья: да, я помню, как вы мне помогли, когда я только вас встретила. Эфиры. О! Чуете тему? А это Наталья Вотинцева написала. Женщина, достойная уважения, любви, молодчага. Людмила пишет: от добра добра не ищут. Да, согласен. Но, чтобы от добра добра не искать, надо добро делать разнообразным, чтобы это добро вам не наскучило. Почему нам становится скучно друг с другом, хотя мы хорошие? Мы стараемся себя вести хорошо, но почему становится скучно? Потому что не развиваем то, что имеем. Мария пишет: спаси Господи вас, Евгений, за ваши труды и поддержку. Спасибо большое, принимаю. Наталья, но уже не Вотинцева, а другая, пишет: благодарю за ответ. Так что делать сейчас? По-моему, я сказал, что делать. Мила С. пишет: никаких правил. Мы все дружной семьей любим и уважаем друг друга и не нарушаем границ. Но это вот одно из ваших правил. Вы все дружной семьей. То есть эта дружба у вас сформировалась. Любовь, вы как-то ее сохраняете. Уважение, вы развили это. То есть это не просто так. Так кажется, им дано это, они счастливы, а нам не дано. Всем нам дано настоящее. Но одни это развивают, применяют, другие нет. Поэтому у меня вопрос: как вы это развивали? Что вы делали, чтобы дружба, любовь, уважение у вас в семье сформировалось, закрепилось и стало принципом?
Таскира пишет: я считаю правильно, что ушла, или попросить закрыть дверь без стука навсегда. Ну, ваш выбор. Алла пишет: у каждого своя ситуация, иногда остаться гордой, но одинокой не есть хорошо. Согласен. Владимир пишет: со мной бывшая никогда не плакала, была очень сильной, сейчас сказала, с новым своим педиком постоянно плачет. Что это такое, почему так происходит? Потому что от добра добра не ищут, да, то есть она добро, которое в вашем лице, не стала ценить. Может быть, вы тоже не развивались, свое добро не развивали так, чтобы она понимала, мне ничего другого-то и не надо. Бывшая никогда не плакала, была очень сильной. Значит, надо было вам постараться, чтобы она была более женственной. То есть вы пользовались ее силой, вас устраивала ее вот эта сила воли. Ну, а ей надоело быть такой, да? Тоже почему вы, Владимир? Ведь надо было поработать над тем, чтобы ее женственность, она проявилась, раскрылась, и чтобы она поняла, какой же вы классный, что вы помогли ей вот так. Пишет Светлана: всегда о прощении изменяющего мужчины. А кто хотел от души прощать и с пониманием встречать из объятий другого свою подержанную жену? Много согласных. У меня достаточно таких мужчин, которые хотят вернуть свою жену, хотя она уже с кем-то встречалась. Потому что они любят. И те, кто не любит, они меняют. Наталья пишет: а наша бабушка когда уже будет? Но я уже думаю над этим. Вам нравится, да, бабуся? Майя пишет: как простить можно то, что тебе навредили, и ты об этом узнаешь через 22 года? Нужно простить, чтобы понять, почему вы этого не почувствовали, когда вам навредили. Когда мы прощаем, сама любовь открывает нам правду. Если мы не прощаем, любовь правду не открывает, потому что, не прощая, ты не сможешь воспользоваться правдой правильно. Когда мы прощаем, любовь помогает нам понять реальность, правду, и если мы прощаем, мы способны правдой правильно пользоваться. Из Ютуба Анна пишет: священное писание слушать, читать, общение с духовными людьми. Это успокаивает вашу душу. Но почему одни люди слушают и другие слушают, но у одних меняется жизнь к лучшему, а у других нет? Потому что надо не только слушать и читать Писание, а исполнять то, что там читается. Общение с духовными людьми хорошо, но надо практиковать что-то из этого общения, применять в жизни, и тогда будет мудрость. Людмила пишет: себя надо научиться слушать, интуицию свою, чтобы душу успокаивать. Согласен с вами. Марина Р. написала: разве не все люди достойны любви? Все, без исключения. Все получают любовь, но не все благодарны, не все отвечают взаимностью, и поэтому в конечном итоге теряют любовь. Владимир пишет: от бобра бобра не ищут. Ну, каждому свое, вам свое, Владимир. Татьяна пишет: после прощения нужно человека ставить в более жестокость, чтобы доходило до него, чтобы чувствовал, как он сделал больно. Да, согласен. Если мы правильно прощаем, то дискомфорт создать для человека, который изменяет, надо, чтобы он извлек правильные уроки, чтобы он захотел не только признать свою ошибку, грех, но и захотел исправляться. Поэтому жестко надо относиться к нему, но если вы правильно прощаете, то эту жесткость вы правильно будете применять. Если вы не прощаете или неправильно прощаете,
жесткость будет неэффективной. Владимир пишет: без уважения нет любви. Любовь есть, когда нет уважения, потому что уважение – это то, что мы достигаем. Это то, чему мы учимся. Когда мы приходим в школу в 1 класс, ни бэ, ни мэ, ни кукареку. И нормально. И к концу 1 класса читаем. Мама, папа, мама мыла раму. Молодец. Вот так же с уважением. Надо учиться уважению. Любовь учит. И для любви нет проблем. Когда ты получаешь двойки, у тебя не получается проявить уважение, не получается уважать как надо. Любовь учит, лишь бы ты учился. Поэтому вначале у многих из нас нет нормального уважения, такого как надо. Владимир пишет: наконец-то окна чистые. Да, Татьяна пишет: если просто прощать, то человек повторяет, а он должен думать, что так делать нельзя. Ставь в жесткость. Да, лишь бы эта жесткость, она не была жестокостью. Майя пишет: здравствуйте, а как простить то, что уже изменить невозможно? Когда мы прощаем, мы что-то изменить не можем, но благодаря прощению мы способны увидеть новые возможности и компенсировать то, что изменить не можем, тем, что взяли, что-то новое увидели или по-новому стали использовать то, что было. Пишет Наталья: озвучьте действия после того, как простишь. Когда вы простили, недостаточно одного раза, порой прощать приходится целый месяц, или полгода, год, или 2-3 года. То есть это процесс. Приняв решение простить, вы приняли решение натренироваться, прощать правильно. Поэтому какие действия после того, как простишь? Регулярная тренировка. Ты прощаешь, чтобы научиться не раздражаться. Если вы простили, значит, вы способны научиться не раздражаться. А если вы простили, но раздражаетесь и гневаетесь, значит, вы еще не прощаете. Правильно. Аля пишет: не простить в трансляции. Это всегда тягостно. Есть люди, которые меня не простили. И они как будто бы бремя на меня возложили. Как будто бы они меня, знаете, сковали кандалами. Я чувствую себя несвободным. Один из древних пророков, по-моему, пророк Исаия, в 58 главе писал о том, что такое настоящий пост. Настоящий пост – это не тогда, когда ты не ешь, не пьешь. Настоящий пост, а Бог ему передал. Вот пост, который я избрал, говорит Господь. Отпусти измученных на свободу, измученных твоими обидами на них. Развяжи узы ярма. То есть, когда ты не прощаешь кого-то, развяжи узы ярма, отпусти измученных на свободу. То есть, ты не простил и на кого-то как бремя, и он чувствует, что ты на него в обиде. Вот так. Марина пишет: у каждого разная степень благодарности, и возможность другому увидеть ее тоже разная. Согласен, Марина, да. 4 минуты до завершения трансляции.
Как успокоить свою душу, был вопрос в начале нашей трансляции. Порой мы не можем успокоить свою душу, надо кому-то дать эту возможность. Поэтому ко мне приходят как к психологу, и я успокаиваю душу. Конечно, Бог успокаивает души, но очень часто Он делает это через людей. Не идеальных, несовершенных. Я вот порой помогаю женщинам в решении каких-то там интимных вопросов. Думаю, Боже мой, зачем мне в это вникать, и на эти темы говорить, пикантные такие, знаете, всякие нюансы. Господи, объясни ты сам, зачем? Я мужчина, я не идеальный сам. А Бог говорит, учись помогать. Я говорю, у меня же ошибки бывают. Признавай ошибки, исправляй их и учись помогать. И знаете, это так удивительно, почему Бог, совершенно идеальный, помогает нам друг через друга. Через неидеальных, далеко не святых, да, хотя верующие люди святыми называются, но это как бы будущее, что ты точно имеешь жизнь вечную. Пишет нам, у нас, кстати, 2,5 минуты до завершения трансляции, Рита: если мной пользовались все, помогала, чтобы не просили, а потом через года вычеркнули. Поэтому надо помогать разумно. На добро нужно быть мудрым, а не просто делать добро. Делаю, да и делаю, нет. Надо быть рассудительным, делая добро. Ольга пишет: один мудрый человек сказал, что душу успокоить нельзя. Душа не волнуется, волнуется ум. А как ум сам с собой может договориться? Ум состоит из разных мыслей. Одни мысли спокойные, другие неспокойные. Одни грешные, другие святые. Одни мысли грязные, другие чистые. Поэтому нужно просто разбираться с мыслями. Одни отодвигать, другие развивать. И, наверное, в завершении Мила пишет: у нас с мужем на двоих 3 внучки и 3 внука. Я еще та бабушка. С внуком на самбо ходим, только любовь всем в помощь. Ого! Вот это бабушка! Я очень рад, что такие люди у нас на трансляции. Здорово. Спасибо всем за участие. Храни вас Бог. Не сдавайтесь за 5 минут до чуда. Помните, Христос умер за грехи всех людей. Он умер, кровь свою пролил. Поэтому сказать: Господи, прости меня, и Бог прощает, потому что за тебя пролита кровь. Кровь праведника. И поэтому эта новость, она для нашей души всегда самая актуальная. Потому что уйти с этой земли с мыслью, что ты прощен самим Господом Богом, чего еще желать? Все остальное приложится. Главное иметь уверенность вот эту, да. Так что желаю вам получить это прощение. До встречи в следующий раз. Завтра мы поговорим на темы в первом часе: принять решение. Как вообще принимать решение, когда не знаешь, или когда несколько вариантов, как принимать решение, одно из них. А во втором часе: как мужчине учиться контролировать свои эмоции. И вообще, как контролировать свои эмоции. Потолкуем на все эти темы. Игорь Крутой и все звезды с песней «Ангел-хранитель». Бог делает нас ангелами друг для друга. Замечали это? Я замечал. Добра вам. Поставьте лайки, когда будете слушать эту песню. Поделитесь трансляцией. Записывайтесь ко мне на индивидуальные консультации, хотя они платные. Приобретайте мои курсы: как восстанавливать отношения, как преодолевать депрессивность, панические атаки и прочие проблемы. Добра, мира и любви вам. Do 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 do.
первый шаг, мой первый друг. Все это вспомнилось и светлей стало вдруг. Благодарю всею душой всех, кто со мной прошел этот путь большой. В небе ночном, на исходе лета, яркий жемчужин рай. Не покидай сотенный света, ангел-хранитель мой, ангел-хранитель твой. После дождя радуги свет, А после музыки на душе тихий свет. Но нам предать друг друга нельзя.